Привет, друзья! С вами проект Power Device. Мы продолжаем прокачивать наши Android-телефоны. В данном ролике мы прокачаем Xiaomi Redmi и Poco, а именно установим новое приложение «Безопасность» глобальной версии. Также выполним важную настройку по фоновым подключениям, мобильной сети и Wi-Fi. Все это в сумме даст вам некоторое улучшение вашего телефона, а также большую экономию энергии, то есть ваш телефон станет немного меньше разряжаться, при условии, что вы выполните эти настройки. Первым делом должен сказать, что Xiaomi выпустили глобальную версию безопасности, которую я тестирую несколько дней, и ее стоит установить. Этот APK-файл вы сможете скачать в моем телеграм-канале Power Device, все ссылки будут в описании под этим роликом. Версия новой безопасности следующая. 10.4.6. Рекомендую ее установить на HyperOS 1 и на HyperOS 2. По заявлению Xiaomi в новой безопасности улучшены функции. Именно каких-то новых функций здесь я не увидел, но Xiaomi говорят, что они улучшили те функции, которые здесь уже есть, и немного переработали меню. Например, во вкладке «Батарея» в родной версии моей безопасности вот это меню другое. Сейчас оно выглядит так. В защите батареи я могу включать смарт-зарядку, чтобы продлить срок службы аккумулятора. В родной версии безопасности эта функция у меня также была, но как я сказал ранее, Xiaomi заявляют, что они в этой версии улучшили вот такие функции, то есть сейчас они более эффективно взаимодействуют с телефоном. Также изменились параметры зарядки. Теперь я вот здесь могу включать ускорение, простое ускорение, либо максимальное, но у себя в основном я оставляю по умолчанию, чтобы лишний раз не нагревать телефон. К слову говоря, эта функция будет у вас только если ваш телефон поддерживает быструю зарядку. В целом, главная часть этого ролика не о приложении безопасности, но она с ним связана. Сейчас покажу, о чем я говорю, чуть позже. А пока, так как мы находимся в этом меню, нужно нажать текущий режим. Обязательно проверяйте эти настройки у себя. Я включаю экономию энергии. Здесь открывается дополнительное меню «Настройки экономии энергии». И вот здесь я включаю все эти галочки, а также выставляю этот таймер на определенное время. Начало лучше выставлять примерно в то время, когда вы ложитесь спать. Окончание на пробуждение, когда вы встаете. Тем самым в ночные часы будет активироваться экономия энергии. И так как она урезает некоторые процессы в телефоне, за ночь у вас будет расходоваться меньше заряда. Раньше я вообще пользовался не этим таймером, а таймером на выключение. То есть в ночные часы выключал телефон. Потом перешел вот на такой режим экономии. После этой манипуляции экономию энергии можно выключить. Также обязательно в приложении «Безопасность» заходите вот в эти настройки и отключайте галочку «Получать рекомендации». Далее переходим ко второй части ролика. В приложении «Безопасность» опускаемся в самый низ. Вот здесь все наши функции. Нам нужна передача данных. Чтобы открыть вообще все функции, опускаемся ниже. Заходим в передачу данных. Так вот, друзья, смысл в том, когда я обновил это приложение «Безопасность» и когда я его тестировал, я ходил здесь по разным настройкам и все проверял. И, конечно, здесь один из важных параметров – это передача данных. Нажимаем «Управление сетевыми подключениями». Здесь у нас выбран мобильный интернет SIM1. Здесь я заметил, что мои предыдущие настройки сбились. Не знаю, после чего это произошло. Возможно, после того, как я перешел на HyperOS 1, а потом на HyperOS 2. А возможно, когда я тестировал разные версии безопасности. В общем, вам также нужно зайти в эти настройки. Данное меню пролистываем в самый низ. Находим системные приложения, нажимаем на них. Если вы опытный пользователь телефонов Xiaomi, то вы знаете, что здесь есть такие вшитые приложения, которые лучше отключать, либо блокировать их процессы. Хоть я уже и показывал такие видео на своем канале, но уверен, что у многих пользователей после обновления на HyperOS также сбились эти настройки, как и у меня. Первое. Отключаем приложение Analytics. Оно связано с рекламой от Xiaomi. С помощью него они отслеживают некоторые ваши действия. Идем вниз. Далее отключаем Meta Services. Это приложение связано с Facebook и другими приложениями этой компании. Нам оно не нужно. Следом отключаем MSA. Оно также связано с рекламой, которая показывается на телефонах Xiaomi. Еще в этом меню я отключаю приложение Проводник. Это родной проводник Xiaomi. Сейчас объясню, почему я его отключаю.
Посмотрите, на некоторых моделях Xiaomi, когда мы заходим в родное приложение «Проводник», вот здесь может выходить реклама, которая, естественно, нам не нужна. Я долго боролся с этой рекламой в проводнике, и ее получилось отключить вот таким образом. Но есть нюанс. Здесь мы ее отключаем к мобильному интернету. Если вы будете подключаться к Wi-Fi, то реклама в проводнике, если она у вас вообще есть, будет показываться, так как в этом проводнике соединение с Wi-Fi невозможно отключить, к сожалению. Итак, здесь мы уже отключили 4 приложения, осталось еще одно. Это цифровое благополучие. Отключаем. Кстати, с этим приложением стоит выполнить еще одну манипуляцию. Пока выйдем на рабочий стол, зайдем в основные настройки. Здесь найдите цифровое благополучие, зайдите в него. Если оно у вас активно, то обязательно отключаем его. Нажимаем 3 точки. Управление данными. Здесь снимаем все галочки и снимаем вот эту, самую главную. Закрыть доступ в настройках. Здесь найдем цифровое благополучие, вот оно. Разрешить доступ, снимаем галочку. Шагаем назад. Теперь цифровое благополучие у нас должно отключиться. Если что, это приложение отслеживало, сколько вы пользуетесь телефоном, какими приложениями вы пользуетесь и так далее. То есть оно собирает статистику, на что тратится заряд батареи и ресурсы. Итак, вернемся в безопасность. Здесь мы только что перекрыли доступ к интернету вот для этих приложений. Теперь расход батареи также немного понизится. Шагнем назад. Выберем мобильный интернет SIM2. Идем в самый низ, системные приложения, проверяем, что здесь у нас также все выключено. Обычно эта настройка работает на 2 симки. Шагаем назад. Теперь нажимаем вот эти 3 точки, фоновые подключения. Здесь нам нужно найти следующие приложения. Meta Services. Далее Mi Store. Также я отключаю карусель обоев. MSA. К сожалению, приложения Analytics здесь нет. Отключаем проводник. И последнее – цифровое благополучие. Шагаем назад. Заходить в Wi-Fi смысла нет, потому что здесь будут только те приложения, которые установлены на ваш телефон, то есть сторонние. Почему это работает, спросите вы. Смотрите, я зайду в проводник, у него, как вы помните, мы все отключили. Сейчас у меня подключен Wi-Fi. Смотрите, реклама вылазит, вот она. Это все потому, что подключение по Wi-Fi нельзя отключить в проводнике, к сожалению. Теперь я его закрою, переключаюсь на мобильный интернет. Открываю проводник. Теперь уже никакая реклама здесь не вылезет. Ведь большинство из нас пользуется мобильным интернетом. Мы перекрыли ему доступ к рекламе, но он будет хорошо работать, не волнуйтесь. Со всеми остальными приложениями будет так же. Теперь в определенных ситуациях они не будут использовать ресурсы вашего телефона. Единственное, вот здесь в шторке может вылазить вот такое сообщение. Проводник не может использовать интернет. Я его просто смахиваю, постоянно оно не выходит. И смотрите, если мы удержим на проводнике, нажмем вот сюда. Трафик. Вот он, запрет на использование мобильного интернета, а вот Wi-Fi. Видите, галочка неактивна. Это Xiaomi специально сделали. Считаю, что это нагло с их стороны. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на этот канал, ставьте лайки этому видео. Если будет что-то непонятно, пишите комментарии, либо спросите в нашем телеграм-чате Power Device. Постараемся вам помочь. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.